Наконец-то Android TV прошивка появилась и для этого монстра на канале Технозон. В сегодняшнем обзоре поехали. Привет, это Технозон. САС Влад выпустил Android TV для Bling.js King X. Отличный TV-бокс. Теперь еще и с отличной прошивкой. Слушайте, но он тяжелый, я его поставлю, потому что у меня там внутри жесткие диски. Вы знаете, TV-бокс получился забавненький. У нас есть оригинальный обзор, где мы протестировали все его возможности. В данном случае мы тестируем Android TV прошивку и основные функции. По сути, мы протестируем с вами скорость сети, мы протестируем с вами тротлинг вкратце, то есть мы должны будем понять, что не нарушено ничего в ядре, сохранена производительность. Плюс мы с вами протестируем некоторые мультимедийные возможности. Я покажу, что с Android TV прошивкой этой у нас появился в маркете полная поддержка GeForce Now игр. Я покажу, как я играю в Лару Крофт. Да, она вернулась в GeForce. Знаете, все просто отлично. На самом деле САС Влад поработал прекрасно в плане того, что прошивочка получилась мега похожей. Вот именно, знаете, в коробке с этой, вернее, в паре с этим JS King мега похожей на сертифицированное устройство. Потому что в ней есть даже через костыли Chromecast. То есть Chromecast работает. Сетевые возможности шикарны. Все это видно в основном обзоре, да и здесь мы тоже покажем. Ну и, конечно же, очень даже шикарно то, что САС Влад сохранил возможность перехода загрузки с карты на Core Lake. То есть мы знаем все такое, что Core Lake это система, знаете, такая Linux система с минимальным набором программ для воспроизведения максимально возможного качественного контента. Как-то я, конечно, заморочился, но да ладно, не столь суть важно. Ссылочка на прошивку на Android TV для этого Bling.js King будет лежать в описании под видео, как и оригинальный обзор. Если вы чего-то не находите в этом обзоре, идем в оригинальный обзор и смотрим. Но в целом это мне очень сильно нравится. Знаете, что мне еще нравится? То, что наконец-то LAN Drive Pro перекочевал в системные приложения, и их прямо встроили в прошивку. И теперь у нас есть возможность доступа из любого другого устройства по самбе к этому Bling.js King, к его жестким дискам. И это просто прекрасно. Слушайте, ну долго не буду расхваливать его, потому что коробка действительно хороша. Подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить все наши дальнейшие самые интересные видео, обзоры, информационные какие-то плюшки. Ну, а также не пропустить розыгрыши ценных призов и подарков. Что ж, а теперь я говорю вам, это же Бубльгум. Поехали, ребят. АТВ, вот такой вот интерфейс, красивый на самом деле, плиточки все работают отлично, мы именно начинаем с обзора функционала самого интерфейса. Дело в том, что САС Влад сюда встроил приложение, которое вот позволяет нам отображать все неподдерживаемые приложения, это достаточно мудрое решение, плюс встроен у нас AFRD, встроен Aerial Dream, это скринсейвер от Apple, и очень-очень он красивый, нереально красивый. Сейчас давайте посмотрим предпросмотр. Здесь показывают какие-то красивые панорамы. Вот это мне нравится, то, что начал делать САС Влад. Вот они начали появляться, и когда это на телевизоре стоит у вас ТВ-бокс, появляются такие картинки красивейшие, которые еще там как-то по чуть там приближаются, удаляются. Это вообще просто шикарно. Хорошо, с этим все отлично. Пробуем на совместимость со стоковым пультом. Самый лучший фильм. Обычно мы используем самый лучший фильм, потому что он есть практически во всех источниках, поэтому мы его используем в качестве тестовой фразы для Android TV поиска. Вот мы видим, что он найден во всех источниках, то есть это все дело правильно поддерживается. В настройках устройства, в обустройстве это все тот же Bling.js King, сборка АТВ САС Влад на базе последней прошивки. Из клавиатуры он встроил сюда сразу Linkey Keyboard Pro, это тоже отличное решение. Основная наша задача проверить работоспособность основных моментов, чтобы не была нарушена целостность основных модулей, не была нарушена работоспособность таких моментов, как Wi-Fi, LAN, воспроизведение 4К контента, YouTube и подобного. Bluetooth у нас рабочий, геймпад наш GameSir G4S подключается. Все, он провибрировал, геймпадом можно полноценно управлять приставкой, поэтому мы с вами попробуем еще игровые возможности. По результатам тестирования игровых возможностей картина сильно не изменилась. У нас все тот же максимум в iStorm Extreme и iStorm Unlimited 21315 баллов. По сетевым возможностям мы сейчас
Тестируем Wi-Fi 5 ГГц, конкретно на внешних серверах, а то мне все время делали упрек, что я тестирую на каких-то внутренних серверах. Ну, пожалуйста, вам на внешнем сервере это скорость на загрузку. И вот мы видим скорость на выгрузку, то есть 327 на загрузку у нас на Wi-Fi 5 ГГц и порядка 220-250 на выгрузку, 231. То же самое мы делаем на сети 2,4 ГГц. И видим хороший результат, 86 вниз и 86 вверх. То есть это 86 на загрузку, 86 на выгрузку. То же самое мы с вами проделаем с LAN RJ45. На внешний интернет это 447 на загрузку, 406 на выгрузку. О возможности самого по себе LAN RJ45 нам покажет тест на внутренний сервер, 827 на загрузку, 903 на выгрузку. Это шикарнейшие результаты сетевых возможностей. То есть фактически мы понимаем, что у нас не испорчены никакие функции в качестве сетевых возможностей. У нас не пропал root, у нас работает абсолютно адекватно AFRD. Мы сейчас его как раз включили. Еще из сетевых попробуем с вами тротлинг тест, что же у нас там происходит. И вот, кстати, у нас сейчас температура в простое 43 градуса. Стартанем буквально 5 минут, чтобы убедиться, что все осталось так же, как и на стоковой прошивке. Ведь этот самый тест вы можете увидеть в оригинальном обзоре Belink JS King. Я уже об этом вам говорил. Ссылочка в описании под видео. Вы знаете, я как бы не сомневался, что SASVLAD ничего не испортил, потому что первое, здесь активное охлаждение, и тротлинг тест показывает 57 градусов. Я же говорю, в оригинальном тесте в оригинальном обзоре вы можете увидеть его производительность и его тесты тротлинга. То есть в простое это не больше 50 градусов и не больше 62 градусов максимальной нагрузки. Это шикарнейший результат. Если хотите, могу даже CPU монитор вывести на экран. И пускай здесь болтается. Вкратце сейчас проверяем с вами мультимедийные возможности. Дело в том, что в прошивке изначально SASVLAD встроил Smart YouTube TV. Я его снес, я установил YouTube ATV. Ну, я просто пользователь премиум YouTube. Так как здесь есть AFRD, он работает с автофреймрейтом. И мало того, здесь YouTube работает с HDR. Поэтому мне как бы Smart YouTube TV вообще не нужен. То есть у меня есть все без рекламы и так. Вот, если мы выберем с вами HDR ролик от LG, мы с вами увидим, что у него цветовое пространство, там где Color написано SMPTE 2084 на BT 2020. Это значит, YouTube декодирует здесь конкретно 4К HDR. Вот 3840 на 2160, 60 Гц. Все с этим у нас просто идеально. И мы видим, что у нас кодек VP9 02 51 10. Ну, как-то его там сейчас так обозвали очень круто, этот, который HDR кодек. Отлично. Выходим. С YouTube у нас вопросов нет. Главное, что у нас здесь появилось, это LAN драйв, встроенный в прошивку. Это значит, что у меня на текущий момент есть Samba нативно в прошивке. То есть я могу на своем смартфоне получить доступ к жесткому диску этого самого моего любимого. Вот у меня, кстати, он есть Core Elec. Дело в том, что здесь он у меня завязан под одним адресом, да. О, нет, здесь адрес другой. Добавить сервер. Давайте нажимаем поиск и посмотрим, отобразится он у нас в поиске, либо нет. Вот, пожалуйста, у меня появился сразу же AZV Huawei. То есть я здесь могу ввести свое имя пользователя, пароль. Нажимаем сохранить и заходим на этот самый сервер. О том, что это работает отлично, я показывал еще в своем оригинальном обзоре. Там тоже использовал LAN Drive Pro, и это отлично тоже работало. Внесены сюда коррективы в качестве Super SU. Здесь есть Super SU для управления root правами. По мультимедийке дальше у нас будет с вами, наверное, IPTV. Мы с вами проиграем. В частности, 4К каналы IPTV, они работают просто идеально. Вот мы видим 3840 на 2160, как в принципе и HD, оригинальные каналы 1080p, которые 50 Гц. То есть вот 1920 на 1080. Все это абсолютно очень быстро переключается. Срабатывает автофреймрейт, и мы можем с вами наслаждаться качественным IPTV. Тут с Belink все действительно хорошо. А вот что интересного встроил SASVLAD в прошивку, это Google Cast. Это значит, что у нас нативно работает Chromecast и плюс есть Miracast. Вот, смотрите, то есть да, в нелицензионном боксе у нас есть Chromecast, скажем так, через костыли. Но что же сделаешь? Вот я сейчас включаю, и вот у нас появился Chromecast, трансляция моего экрана на смартфоне. Выходим. То же самое мы можем сделать с Miracast.
Из мультимедиечки мы сейчас с вами проверим еще какой-нибудь торрент, который я уже смотрел. Ну, например, давайте, вот я смотрел 139, ну давайте 101 гигабайт, аватар мы запустим, посмотрим. В принципе, на этих сетевых модулях и на моих скоростях это не вызывает никаких проблем. Используем мы связку TorServe плюс Vimo, все работает просто отлично. Кстати, вы не забывайте, что этот TV-бокс имеет поддержку Hi-Fi саунда и имеет поддержку 5.1 звука. То есть Hi-Fi полезен для тех, у кого есть мультимедийные системы со стереоусилителями хорошими и колонками, а 5.1 для владельцев хороших ресиверов. Что ж, мы видим, что 100-гиговый торрент у нас пошел на ура. И давайте пускай пройдет стартовый буфер и посмотрим, что он действительно проигрывается. Да, все воспроизводится. Стартовый буфер давно прошел. 55 градусов проигрывания 4К торрента. Прекрасная прошивка. Прекрасная АТВ прошивка. А, кстати, знали, что в GeForce вернулась студия, которая выпускает Tomb Raider? Одна из моих любимых, скажем так, студий. И одна из моих любимых игр. И вот Tomb Raider загрузился. Давайте выберем продолжить. У меня там целая история прохождения. Оу, и все работает. Слушайте, и работает более чем прекрасно. Так, а где это я вообще? Куда я попал? А, все, я вспомнил. Давайте, поехали. Давай, залазь. Ай, елки-палки, куда меня? Куда меня? За что? За что? Слушайте, ну действительно шикарно работает. Шикарно, ничего не фризит. Заметьте, справа у нас нет значка, который отображает высокие задержки. У нас здесь все как бы зашибись. Вот это действительно так. То есть я играл уже на Belink GS King в GeForce Now, именно вот на ТВ прошивочке у меня вопросов меньше всего здесь. То есть здесь поддерживается и геймпад отлично, и плюс клавиатура с мышью для тех игр, которые их не поддерживают, вернее, которые не поддерживают геймпад. То есть здесь полная совместимость, вот примерно как в Nvidia Shield. То есть, а если вы подпишетесь на GeForce Now и у вас будут приоритетные игры, то вообще будет отлично. Слушайте, ну под GeForce Now все отлично, выходим. Asphalt 9 тоже здесь идет, но есть небольшая хитрость вообще для Asphalt 9 на Android TV. Он оптимизирован для работы с геймпадом, но при отключенных внешних клавиатурах. Поэтому для Asphalt 9 придется вытащить донгл. Это практически на всех ТВ-боксах так. Знаете, с асфальтом тоже абсолютно все отлично. То есть мы запустились, у нас проходит сейчас тестовые, вернее не тестовые, а обучение. И у нас и геймпад работает, и сам по себе асфальт шикарнейше работает. Вот, пожалуйста, геймпад он подхватывает, дрифтует, ничего не тормозит, не тротлит. И температура в игре в асфальте в 9 у нас 52 градуса. Это невероятная температура для столь тяжелой игры. Другие боксы на этой игре достаточно сильно кипятятся. Вот сейчас мы летим, 51 градус упало. Простите, господа и товарищи. Все, выходим, резюмируем. Основную работоспособность этой прошивки на GS King мы проверили. И я думаю, нам необходимо вынести какое-то резюме. Выводы одни у меня напрашиваются. Дело в том, что на прошивке Android TV это вкрай классная штука. Не греется, не тротлит, отлично работают игры, отлично работает 4К контент. Мы на нем посмотрели 4К, торрент, 100 гигабайт, аватар онлайн. И это у нас отлично получилось. Мы рекомендуем Belink GS King, как и прошивку Android TV от SaaSVlad. И если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Bubble на канале Технозон. Пока, ребят.